Девчонки, всем привет! У нас сегодня с вами новая распаковочка iHerb. И давайте, наверное, начнем. Я в прошлом ролике вам рассказала о том, что я нашла для себя оптимальный уход, просто крутецкие средства. Если вы не видели, загляните в инфобокс, там будет ссылочка на мой новый уход за лицом. Мне настолько он понравился, что я решила от этой фирмы еще купить кое-какие себе средства. Это фирма Acure, вы ее все знаете. На iHerb она одна из самых популярных. Я ее выбрала исключительно по составам, не по отзывам, не по упаковкам, не по этикеткам, ни почему. Только по составу. Есть специальные сайты, которые анализируют состав полностью, показывают вредные ингредиенты, хорошие. В общем, это чистейшие просто продукты без различных там силиконов, раздражителей, аллергенов, всего того, что может навредить нашей коже. Поэтому, девчат, сами проверяйте, смотрите, читайте. Я для себя это нашла, мне это подходит, это очень круто. Первое, что бы вам хотела показать, это вот такую вот двухфазную сыворотку, серум точнее. Я, если честно, просто влюбилась в эту фирму. И вот такое вот средство я когда увидела там, мне захотелось его попробовать. Оно двухфазное, такая голубо-желтенькая эмульсия, наверное, которую нужно сначала взболтать, а потом нанести на лицо. У меня кожа нормальная, склонная к сухости, но вот в осенне-зимний период ей недостаточно увлажнения, поэтому просто крема мало. Я решила вот какое-то такое средство взять немного с маслами, что ли. Именно, ой, гляньте как, ой, пахнет приятно, как оно круто, сразу увлажнило кожу, руку. Посмотрите на мою эту руку и на эту. Но это, повторюсь, средство немножечко масляное такое. И для ночного ухода, в общем-то, я взяла этот серум на ночь наносить перед выходом на улицу, защищать свою кожу вот такой вот штукой. Потому что крема мне обычно, если честно, недостаточно. Дальше от этой же фирмы я решила себе взять маску. У меня закончились все маски для лица, нет ни одной. Ну, если не считать чистой линии. В общем, хорошую маску я себе искала, опять-таки, по составам. Это у нас отбеливающая маска. У меня когда-то была от этой фирмы, но она была с бурыми водорослями какими-то, пахла ужасно. Тогда я не оценила эту фирму и больше не заказывала, но после моего крема, умывалки, я решила дать ей еще один шанс. Вот это чем-то похоже на то, что у меня было. Да не все такие у них серые. Ну ладно, я надеюсь, она будет работать. Круто. Объем, конечно, здесь небольшой, поэтому 50 мл. Даже если она мне не подойдет, ничего страшного. Ну, посмотрим. Зато состав у нее шикарный, девчонки, серьезно. Тут прям вообще одни экстракты, одни полезности и никакой гадости. Надеюсь, она и будет работать точно так же круто, как и заявляет у нас состав. Так, следующее, что я взяла, мою любимую пасту. Вот это моя любимая паста. Точно такая же, только кокосовая. Это отбеливающая паста, она без СЛС, без фтора, без всяких вот этих вот ингредиентов, которые содержатся в обычной пасте, которую мы покупаем в супермаркете. Это фтор, это лаурилсульфат натрия. Это два компонента, которые я вообще не приемлю в зубных пастах. Зачем все-таки попадает это внутрь, хоть вы там хорошо полощите рот, чистите зубы, но какая-то часть все-таки попадает внутрь организма, и зачем лаурилсульфат есть, и моют цистерны от нефтепродуктов. Ну, как бы такое себе удовольствие. Короче, это моя любимая фирма от Now Foods, называется она Xili White. Обожаю кокосовую, обожаю вот эту синюю. И также мне нравится Джейсон с ванилью и морской солью, или как-то так она называется. Здесь огромный просто тюбик, мне надолго хватает, 181 грамм. Я последний год-полтора, может быть даже больше, чищу зубы только этими пастами, больше никакими. Просто очень мне нравится, супер работает, и всем, девчонки, советую. Вот еще что есть от этой фирмы. Короче, начиталась это я уже тоже в отзывах. У Acure такой вот серум 3 в 1 ночной, который вы наносите на лицо и не смываете. Похоже это, конечно, все на какую-то, это, знаете, пиги маску.
Думаю, кто покупал хоть раз, тот знает. Стеклянная упаковка. Ой, смотрите, нет никакой защитной пленки. Ой, а я думала, оно будет, знаете, такое, как пенка, что ли. А оно такое, как масло. Пахнет вкусно. Как будто бы застывшее, как кокосовое масло, что ли. Ну, не знаю, поставлю в ванну, пусть оно там нагреется. Но вот когда впитывается, тоже нету жирности никакой. Единственное, я не люблю такие баночки, потому что в них постоянно надо пальцами колупаться. Но у меня есть лопаточки, я положу сверху лопаточку сюда. Буду использовать. Ну, посмотрим. Если честно, ничего пока сказать не могу. Начиталась отзывов хороших, начиталась хорошего состава. Опять-таки, как ночное средство в уходе. Можете остановить и посмотреть здесь, какие идут ингредиенты. Посмотрим, как будет работать. Я, в общем-то, обновила полностью свой уход и сейчас невероятно им довольна. Также, что у меня здесь есть, это мой любимый тоник. К сожалению, у фирмы Acure нет тоника, но зато у меня есть один любимый фаворит. Любимчик, видите, я еще даже его не раскрывала, так как посылка только вчера приехала, кое-что уже раскрыла, кое-что еще нет. Это самый лучший, самый крутой, самый качественный тоник, который содержит гликолевую кислоту, витамин А. Это Дерма-Е, красная серия, умывалка такая классная и тоник классный, суперский состав. Это единственный тоник, наверное, который на мне работает, после которого я вижу, как очищаются поры, насколько увлажняется лицо. После умывания, после любого, если этим тоником еще протираю лицо, я вижу, что где-то что-то я недоумывала. Ну, в общем, это реально работающая штука. Если вы смотрите мои ролики, Herb, мои влоги не первый год, то вы знаете, что именно этому тонику я доверяю уже много лет, и никакому другому. Раньше были еще тоники серии Tires, но их давно убрали с продажи, не знаю почему. То вообще тоже была бомба просто. Вещь. Остались вот эти вот мои любимые. Не знаю, я много пробовала на Herb, но возвращаюсь всегда именно к вот этому красному от Derma-E. Для меня он самый крутой, самый работающий, любимый. Так что, девчонки, если вы ни разу не пробовали, купите хотя бы один раз. Цена на него нормальная, 175 мл. Я уверена, вам понравится. Он подходит, по-моему, для любой кожи. Ну, во всяком случае, я читала девочки с жирной кожей, комбинированной, как у меня нормальная, склонная к сухости. Всем он идеально подходит. Супер вещь. А следующее, что я купила, это была такая вот аминокислота. Так, где наш фокус? Аминокислота L-аргинин для занятий спортом, когда вы тренируетесь, делаете тренировки. Я, в общем-то, возвращаюсь на свою беговую дорожку, буду дома заниматься, тренироваться, и взяла себе в помощь вот такой вот L-аргинин. Запечатанный еще. Так, следующее, что у меня здесь есть. В пробных товарах я взяла за сколько? За 95 центов, по-моему, такую пшикалку. Это у нас идет, даже сейчас не открою без ножниц, еще запечатанный. Антисептик для рук с чем он идет? С лемонграссом. Вот, очень вкусный это аромат. Без спирта. Видите, написано alcohol free, без спирта. Ну, в сумочку кинуть часто на улице, там руки надо продезинфицировать. Я думаю, это понятно. В наше время мы живем, когда у людей, по-моему, у всех сейчас есть маска и антисептик. Два средства, без которых никто на улицу не выходит. Поэтому я вот взяла себе вот такой вот в виде спрея в пробных товарах за 95 центов. Также я взяла себе новую банку моего любимого вот этого вот протеина. Протеин сывороточного белка. Я не переношу протеины, которые растительные. У меня было много разных, пить не могу. Это гороховый привкус, это кошмар. Я извиняюсь за то, что я так тараторю. Просто не хочу надолго ролик затягивать, все мусолить. Быстро вам расскажу. Я не люблю вот эти все привкусы горохового растительного протеина. Они мне никакими бананами, молоком, ничем не перебиваются. Никаким какао просто невозможно пить. Я для себя открыла вот эту фирму, я не знаю, какая-то по счету у меня банка, я заменяю ужин, пью вечером, добавляю одну ложку мерную вот этого вот протеина сывороточного, добавляю 1 ложку кокосового сухого молока, пол банана, все это в блендере, получается супер вкусный молочный белковый коктейль. Вместо ужина мне заходит на ура, я прям... Не знаю, почему раньше я на него внимания не обращала. Он есть с разными вкусами. Я выбираю именно тот, который вообще без вкуса. Просто чистый, без всяких там ароматизаторов. Еще что я взяла, это новую огромную банку. Я первый раз взяла вот эту вот огромную банку кокосового масла. До этого у меня... Блин, я боюсь сейчас без ногтей остаться.
Открою там на кухне уже ножницами. У меня обычно были по 400 мл. В этот раз я взяла 946 мл. Если честно, мне надоело постоянно заказывать кокосовое масло каждую, не знаю, там несколько недель, каждый месяц. Поэтому решила взять большую банку, чтобы мне уже надолго хватило. Все сырники, панкейки, блинчики, все, что связано с готовкой, с выпечкой, с тем, что нужно там пожарить. Очень вкусно, имеет высокую температуру горения, дымления, не образуются свободные радикалы, очень полезные, не вредит вашему здоровью. Если вы там на подсолнечном масле пожарили, там эти свободные радикалы образовались, оно у вас там могло и прогоркает, масло окисляется. Короче, приносит только вред. То кокосовое масло очень полезно. Есть там какие-то заказные статьи, которые против кокосового масла, но все это чушь, потому что они понимают, что кокосовое масло зашло на рынок очень хорошо, люди оценили, люди увидели пользу, и просто подсолнечное масло перестали покупать, и для многих фирм это невыгодно, для многих компаний производства это убытки, это невыгодно, поэтому нужно было бросить ложку дегтя в кокосовое масло, чтобы неумные, не разбиравшиеся люди поверили. Короче, девчата, это самое полезное, качественное масло, которое только может быть. Оно не окисляется, не прогоркает, можно выпекать, можно на нем жарить. Есть на iHerb не зеленая, а коричневая банка, оно без вкуса. Это имеет вкус Баунти, коричневое, оно без вкуса, на нем можно жарить картошку, котлеты, там, ну, обычные такие блюда, которым не нужен вкус Баунти. На этом же сырники, блинчики, я не знаю, все, что вот какая-то детская такая взрослая выпечка, печенье добавлять, в шарлотки, в эти песочное тесто, когда вы делаете, я делаю не со сливочным маслом, а с кокосовым, везде, где нужно добавить сливочное масло, оливковое, там, ну, любое. Я все заменяю вот этим, ну, и маслом авокадо. Очень долго я про него рассказываю, но я его нереально обожаю. Хочу, чтобы вы его тоже попробовали. Вчера уже я доставала, открывала. Это у нас, как он называется, замена крахмалу. Это arrowroot. Короче, это для того, чтобы вот когда вы печете какой-то пирог, тот же самый тертый, насыпаете туда ягоды, чтобы они замороженные, например, не пустили вот этот сок, не было теста мокрым, все у вас вокруг не плавало в этом соке. Вот это вот замена обычному крахмалу, только это у нас безглютеновая штука, очень полезная. Стоит, правда, она недешево. Там такой порошок. Я же вчера готовила пирог белый. Ой. Фу, я не буду доставать, я думаю, сейчас мне запылить всю камеру. Белый такой порошок, который вы добавляете в ягоды. И, ну, в общем-то, видите, думаю, смысл понятен. Также я заказала еще одну упаковку своего любимого чая матча. Я его очень люблю. Заменяю им кофе, заменяю черный чай, зеленый чай. Часто пью его с кокосовым именно молоком. Просто так пить не могу, мне он невкусный. А вот именно с сухим кокосовым молоком, с сухими кокосовыми сливками. Возможно, какой-то небольшой подсластитель, если добавить, получается супер вкусно. Я сейчас, оно так придает энергию, так придает силу. Вот мне надо там снять ролик, смонтировать вечером, например, сил уже нет, спать хочется, я вот пью матча, и как будто бы заново ты рождаешься, силы появляются после болезни, очень круто. Но, знаете, почувствовать вот эту силушку богатырскую. Короче, девчата, это моя вторая уже упаковка. Нет, это третья упаковка. Именно этой фирмы вторая. Первый раз я пробовала, который был в составе со стевией, но мне не понравился, сильно сладкий. Этот без стевии. Очень вкусный. И то, что я вчера захомячила, когда только приехала посылка, я дико, конечно, извиняюсь, что я вам не оставила, не показала, как оно выглядит. Но я думаю, вы все знаете, это сушеная манго, это супер вкусно, супер полезно. Это просто манго, порезанная кусочками, высушенная на солнце, без какой-то там, как это, диоксид серы, или чем их сушат, я уже, если честно, не помню. В общем, вот такой вот у меня получился заказ в этот раз на сайте iHerb. Так, девочки, мне здесь iHerb приехал. Я хочу быстро показать. Первое, что я купила, распаковка такая. Слушайте, еще все такое холодное, но я кое-что уже достала попробовать. Это огроменная бутылка 800 мл средства для мытья фруктов. Яблоки, бананы, все, что покупаете, фрукты, овощи, нужно обязательно мыть. Бананы обрабатываются фенолом, виноград тоже
Все. Апельсины, лимоны, яблоки. Все нужно хорошенечко мыть. И это такое средство натуральное. Я у этой фирмы покупаю для детских бутылочек. Знаете, моющая для посуды классная. Attitude Organic. В общем, взяла обрабатывать фрукты. Также у меня здесь есть тональный крем, от которого я осталась в полном восторге на сегодняшний день. Это мой любимый тональный крем. Это Миша BB крем. В оттенке у меня 23. Самый классный оттенок. Он не серый. Знаете, корейские BB-кремы грешат тем, что серые. Этот не серый. Этот такой, как я люблю. Заполняющий морщинки BB-крем. Очень он классный. Даже когда вы его смываете, возможно, с руки, то ваша кожа остается увлажненной. Такой вот оттенок. Хочу сразу вам показать, что он не серый. Он даже больше как для загорелой кожи. Очень круто заполняет маленькие морщинки. Естественно, глубокие кратеры он не заполнит, но сгладит кожу очень круто. В общем, мне спрашивали мой любимый тональный. На сегодняшний день это вот этот вот от Миша. Просто не было моего оттенка любимого 23-го. Я ждала, когда он появится. Сразу же себе заказала. Так, то, чем я уже попользовалась из этой посылки, это одно средство. Это вот такой вот бальзам-маска от Petit Fi. У меня очень сухие губы, и что бы я с ними ни делала, ничего им не помогало. Тут я решила попробовать тяжелую артиллерию. И вот такую вот маску сегодня целый день наношу. Вот сколько у меня посылка. И ее нужно совсем чуть-чуть. Пахнет она кока-колой. Пока что мне очень нравится. На ночь намажу. Такая вот лопаточка. Жирным слоем на ночь нанесу на губы. Проверю, как утром будет. Не сдержалась, открыла, попробовала. Захотелось мне протестировать ее. Так, такая вот. Есть еще у них, по-моему, розовая. Но вот это вроде как самая питательная. Следующее, что я себе заказала, тоже открывала, смотрела. Это бронзер. Бронзер от Physicians Formula. Он очень круто пахнет кокосом. Здесь вот зеркальце, есть кисточка. Сам бронзер очень пахнет кокосом. Он не сильно темный. Посмотрим, как будет себя вести на коже лица. Но, наверное, хорошо, надеюсь. Также из косметики я себе взяла еще карандаш для бровей. Вот такой вот от Эльф. Коричневый, натуральный. Иногда подкрашиваю брови, когда именно тональный наношу. Тогда брови подкрашиваю, если куда-то иду или видео снимаю. Также заказала себе вот такой вот крем. Это Зелик. Это потрясающий крем ночной. Но я его буду использовать и днем. С невероятно крутым составом. Здесь и гиалуроновая кислота, и пептиды, и различные масла, и гликолевая кислота, и кофеин. В общем, здесь максимально натуральный состав. Я проверяла на специальном сайте состав. И он идеальный. Вот так выглядит сам крем. Помпа. Пальцами никуда лазить не надо. Обожаю такие упаковки. Так что теперь мой новый уход. Это вот этот вот кремчик. Если мне очень понравится, то я закажу себе еще и дневной. Но вообще это потрясающее средство, потрясающий крем. И максимально популярный на Херби, настолько, насколько это возможно. Также я взяла себе в собственных товарах вот такую вот маску за $1. На ночь сегодня использую. И последнее, что у меня в этом заказе, очень большое, я взяла себе термос. Увидела у одной девочки в распаковке. У меня проблема, я всегда пью холодный чай или холодный кофе, потому что меня постоянно отвлекают дети. И я не могу попить нормально, сесть чай спокойно. И у меня все время он холодный получается. Мне это жутко раздражает. Холодный кофе пить, холодный чай. И я решила, что я куплю себе термос, такая специальная бутылка. И она, кстати, экологически, там, без всяких
примесей. Знаете, когда в алюминии или в чем там какие-то специальные примеси, токсины. Я где-то находила информацию, если я найду, я вставлю. Короче, она экологически чистая, ничего не выделяет в воду, если наливать кипяток. Но также в эту бутылку можно наливать и холодную воду, например, летом гуляете на улице, хотите холодненькой водички, либо куда-то поехали в парк, неважно, в машину положили, то держит холод до нескольких часов, точно так же, как и тепло. Давайте покажу вам, как выглядит. Смотрите, какой розовенький цвет. Там есть разный цвет. Вообще это горячим остается до 4 часов, холодным тоже там вроде бы такой же. Здесь, холодным остается 18 часов. Вообще шикарно. Без, видите, свободно вот этих всех БПА, БПС, ЛИД, ПЭТ, фталаты, в общем, биоразлагаемый это материал, сделано по медицинским каким-то там стандартам. Короче, крутая бутылка, стоит она недешево, но я решила, что на своем здоровье экономить нельзя, и купила себе такую вот бутылку. Буду теперь наливать сюда чай, кофе. Посмотрим, что есть ли у нас здесь какой-то еще дополнительный. О, смотрите, здесь даже есть ситечка дополнительная. Это круто. Можно заварку бросать. Если, смотрите, вот такая вот штука. Можно просто водичку наливать, либо лимончик, мяту, и пить воду холодную с лимончиком и мятой, с чем у меня всегда была проблема, да? И это не будет вам попадать. В общем, круто. Можно всякие специи, имбирь, чаечек с ситечком. Класс. Такая вот у меня посылочка. В этот раз с iHerb. Все ссылки я вам оставлю в описании в инфобоксе. Также пользуйтесь промокодом, он хорошую скидочку дает.